Вы подумали, что я в Каннах? Нет. Я на выпускном в Пловдиве. Сегодня мы отправимся в удивительный мир двух событий, которые заполняют воздух ожиданием и волнением. Мы окунемся в мир выпускников школы, где красная дорожка сверкает от роскошных нарядов, и мир студентов. Здесь выпускники готовятся целый год, практикуя свои речи и танцы, а молодые сердца полны радости и гордости за достигнутое. Это два события, где мечты становятся реальностью, и каждая минута заполнена эмоциями. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В праздничный день славянской письменности и культуры, или как его еще называют День святых Кирилла и Мефодия, Пловдив весь гудит, и причем в буквальном смысле этого слова. И виной этому выпускные балы. Со всех районов города выпускники едут в два места – в Кершака и в центр – на свои балы. А мы с вами пойдем в центр и посмотрим, как там происходит этот замечательный вечер. Вечер выпускников школы – это особое событие, которому уделяется много внимания и подготовки. В Болгарии выпускники уже на протяжении нескольких месяцев готовятся к этому важнейшему моменту своей жизни. Они тщательно выбирают свой наряд, примеряют идеальные платья и костюмы, чтобы выглядеть непревзойденно в этот особый вечер. Но давайте спросим об этом самих выпускников. И это первая наша выпускница. Анеля, привет! Привет! Я тебя поздравляю! Спасибо! Скажи, пожалуйста, сколько времени ты готовилась к этому потрясающему дню? Ну, как бы долгое время. Скажем, макияж и прическу, как бы с обеда до сейчас я его делала. А вот платье я купила в декабре месяце. Потому что очень тяжело сейчас найти платье, так что я намного раньше его купила. Супер, ты переживаешь, солнце? Ну да, как-то странно мне чуть-чуть. Как-то непривычно. А скажи мне, ты же ходила в школу в Израиле, правильно? Не, я там только в ясли. Ты в Израиле родилась и только ходила в ясли. А в школу уже с первого класса и дальше ты здесь, в Болгарии. Супер, солнце. А где ты собираешься дальше учиться? В Голландии. На кого? Ну, все еще не знаю. Должны меня принять сперва. И потом скажу. Окей, я тебе желаю огромнейшей удачи, удачи, удачи. Спасибо. Красотка! И пока все продвигаются к дефиле, мы спросим у мамы о подготовке к вечеру. Вера, привет! Привет, привет. Я поздравляю тебя с окончанием старшей дочери школу. Расскажи, пожалуйста, как долго вы готовились к этому дню? Спасибо огромное за поздравления. Мы готовились, честно говоря, еще с прошлого года. Потом нужно было найти ресторан, который нам подходит по нашим критериям. И мы даже как бы сделать, чтобы всем гостям было удобно. Мы постарались пораньше это все организовать, так как ближе к большому событию уже все резервации полные. Поэтому мы это все сделали до Нового года в прошлом году. И мы спокойно уже подошли к этому событию более организованно. Не потому, что уже мы знали, что закрыли ресторан, уже было готово платье. Мы выбрали меню. И уже вот 28 мая будем справлять всей семьей, друзьями в ресторане. Осталось только дождаться этого дня, порадоваться, насладиться этим событием. Это останется в нашем семейном альбоме. Я правильно понимаю, что сейчас это бал выпускников, они заходят вовнутрь никого не пускают, и что они там делают, ты в курсе? Ну, они, в принципе, по той же самой системе, то есть это у них есть уже выбранное меню, они тоже закрыли этот ресторан здесь в прошлом году. Там идет алкоголь, первое, второе, там салаты, ястик, предъястия, и после диджей, то есть они будут и танцевать, будут какую-то речь, они, кстати, пригласили тоже своих классных руководителей, учителей, которые им нравятся, и они в хороших отношениях, они за это тоже заплатили за их участие в этом событии. И где-то до 12 часов ночи они будут здесь, и потом после этого события они едут на дискотеку. И там продолжают гулять.
Ясно. То есть сегодня они гуляют со всем классом, со школьниками, с друзьями, а в мае месяце ты в ресторан собираешь ваших друзей, родственников. Это отдельное событие. Скажи мне, пожалуйста, я так понимаю, что это событие такое грандиозное, в Болгарии так это принято. Да, это в копеечку входит, хочу сказать, поэтому люди уже, наверное, готовятся за год, если не за 2 года. Я слышала, что некоторые даже суду берут на это дело. Есть такой, да, есть такие, которые суду берут, потому что, например, если эта девочка, то есть платя есть от 1000 лева до 6000 лева. То есть это же не только это наряд, это мейкап, ногти, это прическа, еще это аренда машины, да, обязательно, которая машина с водителем, которая привозит. Да, точно. И это на вечеринку школы, а на вечеринку с родственниками то же самое надо? Это отдельно, конечно, и мы, естественно, платье то же самое остается наряд. Ну, машина уже может быть и другая, и семейная машина, то есть никто, естественно, не будет, она не будет подъезжать к ресторану, когда уже гости все там будут, она будет встречать своих гостей уже перед тем, как все придут на входе, поэтому тут уже нет значения, на какой машине она подъедет, главное, чтобы подъехала. Дорого все это стоит? И есть еще второй наряд, где переодевается. Ну, понятно, в общем, это такая, можно сказать, целая свадьба. Да, это реально как свадьба. И у нас, например, 50 человек будет из приглашенных гостей. Могли бы еще пригласить, но я уже сказала, все, хватит, потому что это реально не свадьба, в принципе, а самые близкие друзья, знакомые, потому что дальше идет уже другие расходы, университет. Ну, хочу сказать, вот именно события не обязательно организовывать семейный выпускной бал, достаточно только от школы. Или кто-то это более делает семейным кругом только, да, то есть только семья. Поэтому это зависит уже от критерий, от предпочитания этой семьи и, конечно, от возможностей. Ну да, есть многие, которые берут суды на эти события, я знаю такого человека лично. Подожди, а что будет на свадьбе? Типа это же должно быть еще грандиознее или типа такого же масштаба? Смотри, нет, это еще грандиознее. На сегодняшний день, я хочу сказать, за последние годы в Болгарии на это вкладывают очень много, реально. Есть уже агенции, которые обращайтесь к агенции, и тебе организовывают свадьбу. То есть там от А до Я все организовывает. А вот на свадьбах едут еще в медовый месяц. После выпускного она едет в медовый месяц? Зависит от класса, потому что если не собирается определенное количество, ну, от класса детей, один не хочет Милану, другой хочет, там, не знаю, Венецию, третий хочет Турцию, четвертый, пятый. Тяжело собирать детей, чтобы они поехали куда-то. Это зависит от класса, насколько они дружные, и насколько они вот согласны именно ехать туда, куда большинство в основном хотят. Я не буду тебя задерживать в этот прекрасный, очень трогательный день для вашей семьи. Я вас еще раз поздравляю. И только удачи огромной. Спасибо огромное. Ребята, как вы поняли, выпускной в Болгарии школьников – это грандиозное событие, которое требует специальной подготовки, моральной и финансовой. Ну а мы пойдем дальше и посмотрим выпускной университетских студентов. Сейчас покажу вам. В Римском стадионе в центре города выпускники Академии искусств показывали свою выпускную работу, для которой объединились все факультеты будущих артистов, музыкантов, сценаристов и оформителей сцены. Петрана, а это следующая наша выпускница, с которой мы познакомимся позже, она вместе со всеми сокурсниками оформляла эту сцену. В Академии учатся болгарские и иностранные студенты. Вот, познакомьтесь, это Петрана. Петрана, расскажи, где ты учишься? Здравствуйте, я учусь в Академии для музыки, танца и изобразительного искусства в городе Пловдив. А скажи, пожалуйста, на каком курсе ты учишься? Я учусь на 2-м курсе сценографии. Здесь, на этой выставке, у тебя есть свои работы? У меня есть одна картина, которую
я рисовала живописи, и у нас есть общая инсталляция с моими коллегами. Прежде чем мы пойдем посмотреть твои работы, скажи, пожалуйста, почему ты выбрала учиться именно в Пловдиве? Как впервые мне город куда больше нравится, очень приятная, очень атмосферная локация. Нашего универа тоже просто прекрасная. Наш универ находится в старом городе, преподаватели просто превосходные, они относятся к нам очень хорошо, они всегда нам помогают. Сама атмосфера универа очень прекрасная, потому что тут учатся не только люди на факультете изобразительного искусства, но еще есть музыканты, танцоры, и тут просто очень уютно и прекрасно. Супер! Скажи, пожалуйста, откуда ты знаешь русский язык? Русский язык я знаю, поскольку я наполовину русская, я родилась в России, моя мама русская, но мой папа болгарин, и мы уже довольно долго живем в Болгарии. А как студенту живется в Пловдиве? Ну, нормально. Студентам живется неважно где, немного сложно, потому что когда ты приезжаешь с другого города, нужно иногда найти жилье, привыкать жить один, знакомиться с новыми друзьями, но это вот прям такой минус, который плюс, потому что ты знакомишься с новыми друзьями, это новый город, находишь просто новая атмосфера, новая жизнь. А так, вот уже как жить, вот эта квартира или цены на жилье, это уже зависит, в каком городе ты живешь. Вот, к примеру, в Пловдиве цены это средние, так что студентам нормально жить. Я еще получаю стипендию с универа, так что мне нормально все тут жить. А стипендию, скажи, пожалуйста, всем дают? Стипендию дают отличникам, тех, у кого есть успех более 5,50 где-то. Ну, иногда зависит из-за семестра. Иногда летний универ, не летний, после летнего семестра можно иногда балл немного ниже. Если у тебя есть пятерка, тоже можно получить. Ну, обычно для студентов, у кого больше 5,50 оценка. Супер, да, тут в Болгарии шестибалльная система, Да. правильно? Да. Супер. Ну что, давай пойдем посмотрим твои работы? Давайте. Петрана, это твоя работа? На протяжении второго семестра я рисовала по-новому с материалами масляной краски. У нас был модель, и наша тема была кубизм. Все мы с моими коллегами интерпретовали, как хотим, рисунок. Довольно долго пришлось рисовать, поскольку масляная краска сохнет медленно. И так как раз в неделю я успела за где-то семестр сделать вот такое чудо. Супер, слушай, ну ты большая молодец. Спасибо. Это очень здорово, очень красиво, и как раз в таких красках, как я, например, очень люблю. Спасибо. Спасибо тебе, Петрана. Пожалуйста. А вообще, конечно, классно делать выпускной вот такого масштаба и еще в таком классном месте. Вообще супер, конечно. А мы передвигаемся в античный театр, где будет проходить праздничный концерт выпускников. А у Петраны особая задача – она выносит знамя универа. А вы знали, что для выноса знамя нужно соответствовать критериям – быть отличником, состоять в студенческом совете и заниматься общественной работой? Сначала я довольно скептически относилась к этим всем выпускным. Для меня это казалось что-то как-то чересчур. Но когда я окунулась в эту атмосферу и ощутила всю эту энергетику и вайб, меня прям так и распирало. Где ж мои 18? Tutto il sesso femminino è per giovane pazzato.
такой интересный день получился у нас сегодня. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Пока-пока!